Приветствую всех! Продолжаем заметки для жизни. И сегодня я хочу озвучить тему время жизни. Время жизни для женщины и для мужчины. Всегда помните, и мужчины, и женщины, что ваше время жизни не однозначно и не равноправно по сравнению с противоположным полом, не тождественно, скажем так. То есть время жизни для мужчины, если смотреть на возможности для реализации, в принципе, в течение всей жизни эта возможность присутствует. Особенно если в жизни мужчины появляется ресурсная, энергетически наполненная женщина. Пока присутствует в жизни мать, пока присутствует сестра, пока присутствует девушка, жена, они все наполняют энергией мужчину. Единственное, что, конечно, с возрастом энергия у каждого человека сокращается, ее количество становится меньше, и если человек не практикует энергетические практики, то есть не восстанавливает свою энергию, не очищает и не восстанавливает себя, соответственно, рано или поздно эта энергия становится все меньше и меньше, и ее хватает только на самые бытовые потребности, поддержание своего организма до последнего, как говорится, исхода. И важно понимать, что мужчина при вхождении в его жизнь женщины всегда может начать свою реализацию. Он может зачать детей, будь то ему 30, 15, 70, не принципиально. Он может начать бизнес, работу, восстановление своего организма, любые какие-то свои начинания в любой период своей жизни. Женщина же, он может начать взаимоотношения с противоположным полом, да, то есть с женщиной создать союз, жениться, опять же таки, и в 30, и в 70, и в 80, в любом возрасте мужчина может себя реализовать. Особенно при наличии энергии. Это тоже очень важный момент. Ну и, конечно, при целеустремленности. Второй момент, то, что женщина распоряжается своей энергией, своим временем жизни очень-очень в основном неосознанно и опрометчиво. Женщины очень часто зависают в отношениях с абьюзерами, с нарциссами, либо в отношениях прошлых, которые давно закончились, пытаются как-то вспоминать, какую-то иллюзию создавать, как было, как могло бы быть, что они сделали, что они не сделали, как они себя как-то, возможно, там неправильно вели, некорректно или что-то недостаточно как-то сделали. То есть они начинают заниматься самокопанием в очень большом количестве. И вот женщина должна понимать, что рождение детей для нее актуально, конечно, в молодом возрасте, потому что зачать ребенка, выносить ребенка и заниматься его воспитанием, когда тебе 15, ну, конечно, не 15, когда тебе там 18, 20, или когда тебе 30, 40, или когда тебе 50, это не одно и то же. Более того, чем старше возраст, тем менее это реально. Более того, яйцеклетки имеют свой определенный объем, который имеет свойство заканчиваться. И если посмотреть по физиологии женщины, то, конечно, чем раньше она создает свою семью и рождает детей, тем легче для нее это дается. Никакому ребенку не захочется, чтобы его со школы там в первом, во втором классе встречала его мама, которая выглядит как бабушка.